50 фильмов. Именно столько короткометражек я нашел, которые сделаны на искусственном интеллекте. И я посмотрел их все. Их объединяет кое-что интересное, и об этом я вам расскажу и покажу. Some kind of relaxed and beautiful thing kept flickering in with the tide and looking around. Давайте представим, что у вас есть возможность не просто создавать изображения, а заставить их двигаться. Вы приводите в движение то, что придумали в своей голове всего лишь минуту назад. Вы просто закрываете глаза, представляете сцену, рассказываете ее компьютеру, и затем происходит магия. That night, everything changed. The night I lost a part of my soul. Искусственный интеллект напоминает набор цветных карандашей. Любой человек может нарисовать историю из мира своего воображения. Если ты не знаешь, что придумать, ты двигаешь привычные картины и фотографии. То, что ты уже видел, тебе знакомо. Твой дом и улица, супермаркет и путь до работы. Так некоторые берут привычные фотографии и анимируют их. Но это то, что мы видели и знаем. А что насчет незнакомого? Для других это возможность раскрыть свое воображение и придумать свою вселенную. Такую, которую еще никто никогда не видел. А кому-то тема других планет не так близка, и они ищут вдохновение в чем-то ином. Welcome to the AI Carnival of the Ages, where past and present collide in a retro-futuristic spectacle. А здесь авторы выкручивают на полную мощность ретро-футуризм, роботов и то, как видели будущее в то время. As you wander through our timeless attractions, marvel at the fusion of turn-of-the-century charm and cutting-edge innovation.
А сейчас я покажу, как один человек переделал трейлер «Алисы в стране чудес». Приготовьтесь. A simulated reality. A game. But Wonderland is not the same to this world. She plans to trap me inside Wonderland. Forever. Do I reset Wonderland? Знаете, у меня такое впечатление, что цифровизация изменила ход истории. Теперь мы оцифровали все, что когда-либо делал человек за всю свою историю, и скормили это компьютеру. Все исторические артефакты, книги, фильмы и изображения превратились в цифровой формат за все время, когда человек существовал. Теперь все это доступно для математического анализа, искусственный интеллект это обрабатывает и проходит культурный сдвиг того, как программы взаимодействуют с нами. До этого мы обучали компьютер как бы сверху вниз, полностью говорили, что ему делать, по каким правилам жить и как вообще воспринимать реальность. А машин learning это все изменил. Теперь вместо жестких правил мы ставим перед компьютером цель и даем множество примеров. Очень много примеров. Программа на этом учится и создает свои правила, формирует их в математическую сеть, делает свои компьютерные модели. И в результате мы видим то, что вы видите сейчас. Компьютер может писать стихи, делать мелодии, писать программный код. Изображения могут быть всем, что подкинет ваша фантазия. Теперь даже музыкальные клипы можно в одного делать. С клипами это вообще прикол. Представьте, сколько раньше люди и компании тратили денег на постпродакшн, на отрисовку всех эффектов, а сейчас это просто может сделать один человек. Хочу показать вам пример, который подойдет для маркетинга, для какой-нибудь рекламы. Мне кажется, он классно подойдет для рекламы духов. Crisp air, nourishing flavors, nurturing body and soul. Духи, ландыш серебристый. В общем, ладно, поехали дальше. Самое интересное, на мой взгляд, это когда ты не просто собираешь клевые картинки у искусственного интеллекта, а делаешь из этого что-то осмысленное. Например, вот вам история. Детектив получает задание приехать в офисное здание и спасти кота. Он приезжает в ночной спящий центр города, заходит и видит, как спит охранник. Подозрительно. Он поднимается на лифте. Место выглядит пустым и недружелюбным. Детектив понимает, что здесь что-то не так, но он тут же входит в состояние гипноза. Неожиданно возникает образ его отца и говорит ему: В общем, под гипнозом он видит отца, который ему говорит, как он сильно его любит, но типа я призрак, и сейчас все равно тебе сотру память, и ты не будешь ничего помнить. А завтра все повторится. Напоследок хочу показать вам историю. Абстрактную, но не лишенную смысла.
haunted my dreams and fueled my waking hours, pushing me to create something of my own, with you serving as my guiding muse. И смысл придется поискать вам самим. You've unknowingly been a part of this journey too, receiving my daily photographs, each snapshot bringing me a step closer to you, both artistically and literally. Now, as you hold the final photograph in your hands, understand that this isn't just the end of my project, it's really just the start. I'm right here, outside your door, ready to finalize my creation. It's called Death of an Era. Так к чему это все рассказывал? А к тому, что Голливуду скоро пизда. Вода, вода, кругом вода, вода, вода.